Всем привет! В этом видео хочу показать нестандартные способы начала вязания. Все мы знаем несколько способов обычных классических. Это обвитие игл и косичкой. И в этом видео я хочу показать, что есть такие еще нестандартные способы начала вязания, которые могут украсить ваше изделие. И начать первый способ хочу с классического. Он будет как бы классический обвитием, но он будет состоять у нас из двух цветов. Для этого мы должны взять два моточка ниток разного цвета и начинаем обвивать наши иглы вот одним цветом через одну иглу. Так, и заправляем ее в каретку. Берем вторую нить другого цвета и обвиваем тоже. Можем обвить первую, чтобы закрепилась эта нить, и обвиваем через одну иглу только те иглы, которые мы не обвивали ранее. И эту ниточку мы просто можем потом оборвать, но в зависимости от того, какое у нас будет цветополотно, белое или коричневое, а может быть это другого вообще цвета будет. Но в данном случае я оставила нить коричневого цвета капучино. Так. Поставлю плотность 6 и делаем первый ряд. Провяжем несколько рядов. Так, ну вот получился у нас первый способ начала вязания обвитием всех игл через одну разными цветами. Если бы мы добавили бы контрастную сюда нить, то мы бы видели бы отчетливо и вот этот вот цвет какао, вот такой коричневый цвет. Вот такой симпатичный способ. Так, и это я сделала из контрастной. Добавила еще третью ниточку, чтобы более заметно было вот этот вот это обвитие, вот этот рисунок. Второй способ тоже очень интересный. Мы берем пряжу одного цвета, обвиваем первую иглу, потом пропускаем, ну получается 4 возьмем и иглы и обвиваем все 4. Теперь мы за четвертую и обвиваем все 3. За четвертую 2 и за четвертую 1. И продолжаем дальше обвивать. Обвиваем первую, потом все 4, 3, 2, 1. Первую, все 4, 3, 2, 1.
Так, ну каретка должна, конечно, стоять у нас с правой стороны. Сейчас я ее переведу. Поставлю плотность 6, ну или 5 можно. 6 поставлю. Заправлю в каретку и провяжу ряд. Вот такое обвитие у нас получилось. Нужно провести ВТО, чтобы оно лучше смотрелось. Можно делать это через 3 иглы. Здесь через 4. Сейчас мы сделаем то же самое, только с обвитием 3 игл. Через 3 иглы. И возьмем контрастную нить потом для завершения всего рисунка. Эта нить нам уже не понадобится, потому что я хочу взять контрастную, чтобы более видно было. Переведу каретку в другую сторону, справа направо. И справа налево будем вязать на плотности 5. На этом образце более четко видно этот рисунок, потому что мы взяли контрастную пряжу. Ну, вот такой оригинальный способ начала вязания у нас получился. Также еще один хочу способ показать, тоже обвитие, но интересный способ. Первую мы, как обычно, обвиваем, потом мы должны обвить 2 и крайнюю уже справа получается захватить 2 и крайнюю справа захватить следующие 2, крайнюю справа. Опять же, я возьму другую пряжу для контраста. Легко прошла каретка. И провяжем несколько рядов. Так, ну и получился у нас способ вот так. Ну, еще один способ хочу показать интересный. Нам нужно будет 2 цвета. Первый мы обвиваем первую, как обычно, кромочную, потом мы захватываем 3 вместе с кромочной, обвиваем 3 раза. 1, 2, 3. Потом мы пропускаем под 4,
захватываем, получается, пятую и делаем то же самое, 3 иглы, 3 обвития. Пропускаем, захватываем через одну, получается, и обвиваем 3 раза. Так, это нам уже нить не нужна будет. Мы возьмем контрастную нить, ну или нить другого цвета. И сейчас нам нужно будет где у нас было обвитие 3 игл, в середине обвить 1 иглу. Так. И там, где у нас была пустая, мы просто прокладывали под нее основную нить, мы должны наверх. Обвиваем здесь наверх, обвиваем здесь наверх, обвиваем здесь наверх. Эту нить заправляем в каретку и провязываем несколько рядов. Вот такой объемный набор петель получился у нас. То есть получается, что можно комбинировать разное количество игл обвитием, разные цвета использовать.